Моя тайская китаянка. История знакомства и общения с тайской китаянкой. От Серпень. История произошла с моим товарищем по прогулкам по ночной Паттайе. Номер Серпень, он носит ник Ква. Все происходило на моих глазах, а я потом написал как смог. Дальше рассказ от имени Ква. Читая про Таиланд и таек, регулярно наталкиваюсь на истории, как хитрые тайки из гоу-гоу-баров хмуряют клиентов и выходят за них замуж. Не из каких-то неудачников, за вполне состоявшихся мужчин, которым потом уезжают жить в Европу или Америку. Вообще странно и смешно все это звучит. Девчонка из борделя встречается с клиентом, уплатит за нее бару день, другой, третий, а потом она выходит замуж и уезжает к нему в ту же Германию. Чушь какая. Именно так я думал до моей последней поездки в Таиланд, где в одном из баров познакомился с такой тайкой. Точнее, это была этническая китаянка, то есть ее семья живет в Таиланде уже не одно поколение. Имя ее было Ли, вполне так оригинальное китайское имя. Кстати, паспорт ее видел, имя настоящее. Знакомство было вполне обычным для Таиланда. Она сама подошла ко мне в баре, хотя я и сам ее заметил сразу, и за красивые глазки, и за все остальное. Мы посидели, пообщались, она не переставала мне нравиться, потому мы пошли ко мне в отель. Что же в ней было особенного? Ну, все-таки симпатичных взяток много. Тут, конечно, на вкус и цвет, но в том же Таиланде есть на кого посмотреть и без котоев. Питаться стали в Азии намного лучше, нормальное питание, морская кухня. Вот и девочки становятся все выше. Рост 165-170 уже не редкость. Вот и моя спутница, когда она была на каблуках и смотрела в глаза, чуть ли не снизу вверх. Ох, чтобы ее поцеловать, нужно было вставать на цыпочки. Хотя вряд ли меня этим можно удивить. Да и потом каких-то уникальных открытий тоже не произошло. Но когда она заснула, прижавшись ко мне, и лежала, смотрел на нее. И вдруг подумал, а ведь это был один из лучших вечеров в моей жизни. Это сложно описать, просто она была ласковая, человечная, доброжелательная и приветливая. Как котенок, было тяжело удержаться и не погладить. Знаете, простые банальные вещи как-то потеряны в наших суровых краях. Оказалось, что мне даже и сравнить не с чем. Следующий вечер и ночь мы тоже провели вместе. Она не делала ничего особенного, просто была ласковой женщиной. И вдруг я понял, мне очень повезло, что я встретил мою Ли всего за 3 дня до отлета домой. Не хватило сил остановиться. Потому что проведи мы вместе больше времени, и я наделал бы дел. Вполне возможно, что Ли улетела бы со мной в Питер. Ну, или может быть мы продолжили общаться, и я в другой раз прилетел бы за ней. Конечно, было бы глупо, неразумно. Все хорошее и приятное должно хорошо заканчиваться. Все-таки брать в жены девочку из бара не очень разумно. Но неделю вместе я забыл бы обо всем. И есть еще одно. С Ли мне было хорошо с первой минуты общения до последней. Так хорошо, как никогда в жизни. Грустно то, что о нескольких днях с девчонкой из тайского бара вспоминаю с большей теплотой, чем о 2 годах, оставшихся в прошлом семейной жизни. Может, мне стоило забыть о благоразумии, не знаю. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.